Всем привет, мы снова с вами. Сегодня хочу вас пригласить со мной приготовить манты. Любите манты? Мы очень любим, но мы сегодня будем делать немножко нестандартные. Сейчас я вам все расскажу. Будем вместе готовить, пробовать, ну и поболтаем, конечно. Ну так, ребятки, мы сейчас с вами сначала сделаем тесто, и я вам расскажу, чем они необычные. Манты вообще наша семья очень сильно любит. Я даже манты люблю больше, чем пельмени. Мы готовим их достаточно часто. А тут я просто листала Инстаграм, и попался девушка так интересно, аппетитно рассказывала. В общем, манты на дрожжевом тесте. И я что-то так все красиво было у нее, и я такая думаю, о, блин, я тоже хочу попробовать. Ну, это сегодня у меня есть время, выходные у нас пришли. И вот мы приготовим с вами, посмотрим, что получится, стоит или не стоит. Ну, в общем, буду делать не по моему рецепту, в первый раз по рецепту одной приятной, милой девушки. В общем, нам нужно 250 грамм теплой воды, такой комнатной температуры, да, мы сейчас сразу с вами измеряем. Здравствуйте всем. Таня пошутила, это я буду готовить. Ты пошутил? Нет, это я пошутил. Я аж воды перелила. Я аж воды Я как перелила. всегда биатлон смотрю. Ага. Выходные. Я аж воды перелила, все заново надо. Ну, извини. Ну, хотя для меня это не убарашен, ты готовишь, но просто ты не планировал это делать манты сегодня. я не готовлю. Да. Так, давай не перельем. Ребята, 250 грамм воды тепленькой. Блин, 285. Ну, пускай будет 285. Я не считаю, что это большая беда. В общем, вода. Дальше нам нужен сахар. Нам нужна соль. А сколько? Ну, все по ложечке, по чайной, ну, как бы на глаз. И 1 пачка дрожжей. Купила я новые дрожжи, био стоит. Не знаю, не пробовала. Попробуем. Так, все, теперь мы это с вами все немножко прокрутим. Дрожжи любят сахар. Мы сейчас это все немножко прокрутим. 40 секунд. Угу. Теперь в другую сторону. Мы не будем делать много. Мы просто на пробу интересно. Все готово. Ага. Теперь мы добавляем с вами 500 грамм муки. Весы нам нужны. 500. Ровно 500 грамм муки и 2 столовых ложки подсолнечного масла. Ну, я на глаз. Насыпешь на глаз? Насыплю на глаз. И все, что самое интересное, в этом рецепте, там не требуется яичко, я не знаю. Вот сделаю как... Ну, пресное получается, да? Вот не знаю, да. По сути, я могу добавить сюда 1 яичко, потому что когда я делаю там дрожжевое тесто на пирожки там или еще на что-то, я всегда добавляю 1 яичко. Оно по рецепту так идет. Здесь не было. Ну вот сделаем Мне кажется, так. знаешь, что-то получится тесто, как вот это, как это называется, вот с капустой вот это? Пигодя. Бигодя. Бигодя. Или вот в Хорватии, знаешь, тоже вот тоже такие, это,
блюдо хорватское. Ну вот я и решила, да, как знаешь, бы... тоже с капустой, там с морковкой, там тоже было такое... Помнишь, на пляже мы кушали, тоже такое пресное, не соленое, кстати, не сладкое, такое безвкусное, возможно, тесто такое, как на пару. Вот и я и решила, что я не буду как бы уже, как говорится, добавлять что-то, креативы свои вставлять, хотя я вот люблю рецепты такие, которые я еще что-то сама добавляю. Но вот здесь я решила вот сделать так, как она предложила нам. Сделай так, как ты увидела, да. Да. Сейчас оно промесится, тесто будет у нас стоять, ждать, и мы займемся с вами начинкой. Да, может кто-то из зрителей знает этот рецепт и подскажет. Да, и напишет, картошка падает. Опаля. Столик нестабильный у нас. Думаешь, расшатался, что ли? Но его, наверное, подтянуть надо, да. Сколько мы на Новый год готовили, машинку включали. Ну, посмотрю я потом. Так, сейчас мы откроем вместе с вами и посмотрим. 500 грамм. Все, ни больше, ни меньше. Я считаю, что в это тесто ни 1 грамма муки больше мы не добавляем. Мы сейчас закроем крышку. Пускай оно поднимается, а мы сделаем начиночку. Так, ребята, мы сейчас будем с вами делать начинку. В общем, я взяла свининку такую немножко жирненькую, это шея, да, получается. Оно свежее, я его купила, но я его сейчас положила в морозилку на минут 20, чтобы его было удобно резать кубиком. То есть у нас здесь будет свининка и лук с картошечкой. Пока будем нарезать, будем болтать. Новогодние-то праздники уже все полностью прошли, да? Убрали вы елочку, не убрали, мы убирали с Димой. Мы же планировали на тех выходных, ну, спонтанно уехали вот в центр Парс, да? Кто не смотрел видео, посмотрите. Отдохнули от души. Всю неделю мы были, лично я была в таком приподнятом настроении. Ну, елку мы, получается, на тех выходных не убрали, и мы убирали среди недели, все по чуть-чуть после работы. Во вторник, да, Дим, елку мы убрали, а в четверг мы убрали уже все украшения. Немножко было, ребята, грустненько. Как-то мне что-то было грустненько. Хоть и праздники такие были длинные, но они все равно так быстро прошли. И как бы елочку, когда убираешь, да, ну все, пока до следующего года. Ну ничего, мы не будем грустить, мы будем готовиться к весне. Весну мы тоже любим. Фашинг, да, Дима говорит, будет. Потом остерн будем. Тоже с вами будем печь. Ну, Финстон это уже лето, конец мая. Ну, в общем, Новый год начался, новые планы, новые дела. Потихоньку начинаем, как говорится, входить в колею. Все правильно. Ну, новогодние праздники были обалденные. Сейчас мы с вами все порежем кубиком аккуратненько. Все. Потом я... Ну все, ребятки, я закончила с нашей начинкой. Я нарезала кубиком мелко свиную шею, 2 головки лука и 3 небольшие картошечки. Сейчас я это все хорошо посолю. Не переборщить. Ну и не досолишь, тоже будет невкусно. Так, я посолила. Я обязательно черный перчик добавляю. И совсем немножко сухого чеснока. Прям чуть-чуть. Вот прям совсем-совсем. Ну и буду, конечно, сейчас я это очень хорошо перемешивать. А пока я буду перемешивать, я хотела поблагодарить вас за комментарии. Нам очень приятно, мне очень приятно. Комментарии позитивные.
И, конечно, нам это поднимает настроение, мне поднимает это настроение. Большое вам спасибо. Одна вот девушка, Ольга, с Берлина, написала очень. У меня прям сразу настроение поднялось. Почему я говорю за Берлин? И еще одна девушка тоже написала, что, видимо, может быть, из новых подписчиков. Хотелось бы о вас узнать немножко больше. Мы каждое видео, да, рассказываем о себе. Кто-то, если нас дольше смотрит, уже знает нас, а кто-то, если из новеньких. В общем, мы жили в Берлине 3 года. Берлин, мы передаем вам привет. Мы приехали сюда в 2004 году, как поздние переселенцы. Мой муж немец, я русская. Мы приехали с Казахстана, город Павлодар. И вот мой муж, он немец, и я приехала как с его семьей. 3 года мы жили в Берлине. И потом мы переехали на юг Германии, город Фридрихсхафен, на Бодензее. И уже здесь мы живем 18 лет, на юге Германии. Почему мы переехали? В 98 году уехала моя старшая сестра в Германию. Также с мужем, с немцем, у нас 2 дочки в семье. Вышла замуж моя старшая сестра и уехала в Германию. И потом так получилось, что я тоже вышла замуж за немца и тоже уехала. Ну, у нас как в Берлин определили. И мы потом приехали сюда к моей сестре в гости. Диме здесь очень сильно понравилось. И мы приняли решение, в принципе, мы его приняли сразу, что мы будем переезжать сюда на юг Германии. Но я не знаю, как сейчас законы. Тогда нельзя было... То есть, если тебя как определили на землю, ты не имел права с этой земли 3 года выезжать. Вот мы ровно 3 года прождали, жили в Берлине, Дима учился, у нас Артур родился, старший сын на тот момент. И с Артуром, с маленьким, мы переехали сюда, во Фридрихсхафен на юге. Мы не жалеем, но Димина семья вся осталась в Берлине. Бабушка, дедушка, брат Димин родной старший и племянницы, в общем, сноха. Да, периодически мы ездим, периодически мы встречаемся. Ну, вот так я вам немножко рассказала о себе. А вообще мы с Казахстана. Если кто-то увидит нас с Павлодара, с Казахстана, напишет нам комментарий, нам будет очень приятно. Спасибо вам, ребята. Ну, все, посмотрите, начиночка наша готова. Пахнет вкусно. Ну, я дам ей немножко постоять. Сейчас, кстати, мы посмотрим, что там с нашим тестом. Ну, сколько он уже стоит? Ну, минут 30 оно стоит. Сейчас мы давайте посмотрим, что с тестом. Но все равно фаршу я дам немножко сок дать. Потом я его еще раз снова перемешаю. И мы посмотрим. Так, что там с тестом? Ну-ка, поднимается? Нет? Ну, что-то пока не поднимается. Ладно, стой, думай. Стой, думай. А еще, ребята, с предыдущего видео, когда мы ездили на тех выходных в Центр Парс, я показывала, что я взяла с собой салат хе. И один зритель написал, что он хочет рецепт хе от нас узнать. Ну, наверное, то, что я сказала, что салат хе, это, наверное, громко сказано. Морковный салат. Ну, в общем, вы попросили рецепт. Я вам покажу, как я делаю морковный салат. Обычно я вот в том видео рассказывала, что я покупаю в русском магазине всегда, и мне нравится, вкусный. Ну, блин, я говорю, за килограмм 9 евро от одной фирмы, от другой фирмы 12 евро. Я так что-то постояла, посмотрела, думаю, ну нафиг, блин, сама сделаю. Дорого, дорого, как мясо, да, стоит. Поэтому я сказала, что это хе, да, как бы это хе, ну, наверное, морковный салат, громко сказано. Ну, для вас мы сейчас сделаем наш салат, и он подойдет, кстати, к нашим мантам. Обычно мы делаем к мантам эти чемергес, да, как чеснок, помидоры. Ну, сейчас такие помидоры невкусные. Я как-то до Нового года купила, накрутила, сделала. И, если честно, половину выкинули, потому что, ну, невкусно сейчас. А вот этот салат очень нам подойдет. Так что для вас, уважаемый зритель, сейчас мы очень быстренько. Почему, говорю, морковный салат? У меня нету терки.
для корейской морковки. И нигде не могу купить. И в русском спрашивала, и в интернете смотрела. Нигде не могу найти. Дима мне купил как-то давно такую терку. И там была вот такая насадка. Как бы, да, оно рубит такими вот полосочками. Ну, вы извините меня, здесь только 2 рядочка. Я пока натерла, мне это было очень тяжело и муторно. Мне прям терпения не хватило. Там очень много насадок в этой терке. Ну, вот то, что оно вот так вот, мне что-то стало муторно. Как-то мне стало неудобно. Ну, давайте попробую. Не знаю, но что-то, когда я пробовала, мне не понравилось. Ну, блин, вообще-то можно. Ну, давайте. Давайте натрем. Вообще, я вот терла на этой крупной, такими старалась длинными ленточками. И тоже было ништяк. Ну, ладно, давайте на этой сделаем. Посмотрим, что... Ну, да, но это очень долго и муторно. Это ладно, если я сейчас буду маленькую чашку делать, то окей. Обычно, если я делаю много. Оно хорошо хранится в холодильнике несколько дней. И как бы всегда... Ну, блин, нет. Но она тоже мелкая. Нет, не хочу я ее. Извиняйте. А вот на это я в тот раз прям так старалась длинно так... Вуть. И хорошо было. Она вся хорошо пропиталась в этом соусе. Она была очень мягкая, приятная. Ну, давайте, ребята, сейчас я ее натру и покажу дальше, что я добавляю. Так, ну все, ребятоньки, мы натерли нашу морковочку. Вот она стоит, родненькая, ждет нас. И я сейчас немножко фиолетового лука полуколечками нарежу. Сейчас вам все покажу. В сковородочку мы добавляем немного подсолнечного масла. Ну, много, блин. И отправим сейчас наш лук. Сейчас сковородка нагреется. Много. Не хочу я столько масла. Нам совсем немного нужно. Тесто наше подходит, но что-то оно мне не очень сильно нравится. Оно поднимается, но не так, как мое. Ну, не знаю, что получится. Оставайтесь до конца, до победного. Будем смотреть с вами, что у нас получится. Так, сковородка разогрелась. Мы отправляем туда наш лучок. Мы его не будем долго обжаривать. Мы его прям вот буквально совсем чуть-чуть. Вот так вот вжик-вжик. Обжарим. Пока у нас она обжаривается, в эту морковку я буду добавлять вот такую приправу. Она тоже продается в русском магазине. Она вкусная. Наверняка вы ее все знаете. Все вы ее видели. В принципе, этот салат не требует большого количества времени. Все очень быстро. А если, кстати, знает, где можно купить такую терку, или как хорошую терку посоветовать, да? Обязательно напишите. Сейчас мы вот тут всю приправку эту вытащим. Чим-чим. Чим-чим. Так, лучок нам не надо сильно зажаривать. Нам надо его только вот так вот слегка. Да, вот держу. Угу, спасибо. Лук у тебя там выпал, смотри. Ну, я заметила.
Вот Ты прям всё выложил здесь? чуть-чуть. Нет, еще не все. Еще там все по стеночкам размазалось. О, как пахнет. Пахнет вкусно. Это чем пахнет? Лук. Лук или этот? А может быть все вместе, кстати? Так, ну здесь уксус, да? Ну, он такое... О, ну да, уксус тут прям такой хорошенький. Вообще, вы знаете, да, что в Корее не знают, что это такое. Салат есть. Да. Ну, это точно так же, как и немцы, да, которые жили в Казахстане или в России. У них тоже собственные немецкие блюда, которые здесь их не знают, в Германии. И также получается у корейцев, которые приехали, живут. У нас в Казахстане очень было много корейцев. Те самые штрули, которые мы делали, да? Да. Я спрашивал у немцев, у коллег. Никто не Не знает. знают у них. Или это старая, понимаешь, это кухня немецкая. Мы же, получается, вынуждены были жить как вдалеке, да, как от родины, получается. Да. И Получается... с собой забрать эти и сохранить их. А здесь-то все это продвигалось, интегрировалось как-то. Да. Корейцы, получается, которые много приехали здесь. сюда. У нас в Казахстане, я говорю, я не знаю, как в России, но у нас в Казахстане было очень много корейцев. Очень много корейцев. Очень да. много, да. И Северной Кореи, да. вот эти ряды у нас на базарах с вот этими салатами, Да, это да, ж, да, конечно, вообще. С нашим тут рядом даже не стоял, даже и не пахнет. С рыбой, да, там с мясом, с какими-то еще там гемюзы. Давно мы с тобой не были в Казахстане. Я бы, конечно, такой вкусняшкой бы отравилась. Ну, ладно, Это, мы каждый на свой лад. Вот так уже. Да, смотрите, толстые. совсем мы немножко его припустили. И сейчас мы его отправим и будем перемешивать. И посмотрим, что у нас получилось. Так, ну все, ребята. Перемешала я очень хорошо нашу морковку с луком и с приправой получается. Морковка дала сок. Сейчас я это все в кисешку. Ну, сока я сюда, наверное, морковок 5 потерла. Сейчас он будет дальше стоять и пропитываться. Так, ну, наверное, блин, кисешечку я маленькую взяла. Ну, сейчас посмотрим. Знаешь, что тебя сразу можно определить, что ты из Казахстана? Почему? Слово кисешка. А, хорошо, точно. Я даже это и... Кисешка. Да, кисешка. Хотя, может быть, в России тоже говорят. Да. Они же знают манты, правильно? Ну, я не знаю, в России популярно это блюдо? Не знаю, у нас в Мне Казахстане... кажется, плов, манты, все, конечно, тоже. Так, ну вот смотрите, вот такая кисешка у меня получилась. Сейчас я ее закрою такой шапочкой. Мне нравятся эти шапочки. Да, Так и удобно. пускай оно в холодильнике у Удобно. нас настаивается, мы потом его опять хорошо перемешаем и уже будем пробовать с мантами. В руки камеру взял, хотел кое-что показать. Мы вспомнили комментарии же, да? Были и такие, как, что с этими новогодними праздниками сейчас наедимся, потолстеем, и все такое. И на эту тему я вот вспомнил, я достал сейчас после праздников из глубокого кармана вот такую штуку, где можно сжигать калории, сжигать. Это дорожка. Понятно, сейчас кто-нибудь напишет, что ну, можно пойти в лес, побегать там и все такое. Ну, не всегда, погода позволяет. Да. Или, там, не знаю, желание. То есть можно дома устроить себе вот такой вот минут 40 походить или побегать. Побегать, кстати, здесь не очень так прям удобно, но очень быстро ходить. И сейчас я его тоже включу. Он угол у него. Как этот винкель, по-моему, 7 градусов. То есть, получается, идешь как в гору. Не в невысокую, но в такую пологую гору. Это, конечно же, не просто идти, это намного тяжелее. Намного тяжелее. Так, включается вот он вот здесь. Вот так он. Здесь и Bluetooth можно подсоединить, и музыка, чтобы играла здесь.
Естественно, вот это подключается. Вот сюда так раз. Да, ты возьмешь. Вот так вот. То есть, если вдруг я сейчас сручиваю с него, он остановится моментально. И пошел. Скорость. Так, сейчас получается у нас что? 1 километр в час. 2, 3. Ну и вот потихоньку может добавлять. Я всегда довожу до 5,5. Да, то есть 5,5 это огромная скорость. Да, я обычно вот 4,5, 5 и уже 5,5 я уже прям хорошенечко. Он показывает скорость, потом дистанцию, сколько вы прошли, время и калории. Ну, калории он все равно неправильно считает, оно не может здесь посчитать. Это же зависит от веса, от всего такого. То есть я сейчас уже чувствую, что я не просто иду, я иду в горку. У меня икры работают сейчас. Ты сейчас на максимальную ее приподнял? Да, это максимальная. Да, то есть вы можете и по ровной идти, и можете ее как приподнимать. Я люблю, конечно, чтобы она была как бы в горку. Так, сейчас я включу на громкость, говорю, на самую мощную. Так. 9 километров в час. Это бежать, наверное, надо. Это уже бежать. Это уже бежать. Но мы уже люди взрослые, нам бегать, нам коленки надо беречь, нам ходьба нужна. Вот сейчас он остановится. Не, вот этот слетит, так, и она остановилась. То есть, если бы я его соскочил бы, все, она остановилась. Так, что я еще хотел показать. Это классная штука в том смысле, что цак, цак, там откручивается, складывается. То есть оно вот такое вот тоненькое. Там колеса, здесь взял, покатил и куда-то поставил, если места нет дома, да? Вообще классно. Ну да, в принципе, это и был наш, ну, как приоритет, почему мы именно этот купили. Мы его уже купили где-то пару лет назад, да, Дима? Да. То есть у нас тоже не так сильно много места. Genau. И когда он нам не нужен, мы его убираем под кровать, он ровненько стоит у нас. Ну вот, на праздниках у нас его не было. Да, на праздниках у нас его не было. Сейчас, как говорится, мы убрали елочку и достали спортивный инвентарь, да. Кто уже поправился за Новый год, за зиму. Все, начинаем готовиться к весне. И, кстати, недорогой он был. Сколько он стоил, я не знаю. Подожди, 230? Хорошо. 230. 230. Ну, для меня здесь, для нас именно с Димой, что у нас не так много места. Да, да. Что это была Форталь, он, что его можно убрать всегда. То есть сейчас он next 3 месяца у нас будет стоять. Да. Мы будем немножко заниматься, а потом, там, лето придет, допустим, мы его уберем. Там, Кстати, или праздники, да, или гости здесь придут. В телефон можно app инсталлировать, и он показывает, как вы там занимались. Там, ну, вот такая немножко небольшая реклама, что ли. Бесплатно, это просто кому нужно. Да. Кому нужно. Я вообще, да, ходила раньше 5 километров с палками. Мне это нравится. Я прям приходила вдохновленная. Ну и правда, сегодня то дождь, завтра у тебя времени нету, Ну, сегодня да, у тебя а солнце тут великое. И пошел в горку. Да, и оно у нас, кстати, в том году в другой комнате стояло. Ну, и я говорю, Дим, что-то, говорю, мы, давно, говорю, не ходим с тобой. Дима говорит, потому что, говорит, он спрятанный, поэтому мы его поставили еще в том году, и уже и в этом году мы его ставим в зал. То есть мы уже мимо не пройдем, уже мы все равно 20 минут, 22 я стараюсь. Конечно, не каждый день, я еще тот спортсмен, я еще тот лентяй, но вот иногда себя надо немножко заставлять, и просто если кому-то нужен какой-то спортивный инвентарь, мы вам его советуем за счет того, что его можно всегда удобно убрать. Ну да, мы начали эту тему только потому, что я говорю, я вспомнил сейчас сам, что я это выставил сегодня опять. И комментарий просто был, что поправимся там. Ну и что поправимся? Вон, Герат есть. Сейчас похудеем, да. Так, ты вытираешь там что-то, мы сейчас будем потихоньку манты начинать лепить. Так, ребятки, я начала лепить наши манты. Ну, конечно, я думаю, что их не стоит лепить в форме манты, да, классической, как мы делаем. Я не знаю. У меня, конечно, если честно, внутри паник. Начинка пахнет вкусно, я уверена, что это должно быть вкусно, но оптиш это не очень сильно красиво получается, и у меня немножко паника.
Муки я не добавляю никогда в тесто. Когда я сделаю тесто, я никогда не добавляю больше муки. В общем, у той девушки, у которой я смотрела рецепт, она их так ловко закручивала. У меня, конечно, так не получается. Я такую для себя немножко собственную форму вывела. Вот такую примерно. Мне кажется, тоже должно быть как-то так. Мы посмотрим, как они... Тебе не надо паниковать, потому что это не твой рецепт. Ну, я ты пробуешь просто то, что ты видела. Я никогда это не готовила. Да, ты же не делаешь с теста, которого ты всегда делаешь. Мне просто понравился рецепт, он был как очень такой аппетитный. Ты говоришь, оно не поднялось, да, или что? Ну, нормально, да. Как необычно, ну, как я все равно дрожжевое тесто делаю по-другому, и это все равно другое тесто. На воде, без яичка. Не знаю. Кто готовил, ребятки, это блюдо? Ну-ка, давайте. Да-да, комментарий ждем. Напишите, научите меня. Как это, да? Как это? Яйцо, то есть по-твоему, яйцо должно быть? Я не знаю, мы когда вот уже попробуем, может быть, яйцо... Ну, сейчас, может быть, как попробуем. О, зря мы так говорили, да? Ну, у меня фоль паника. Ну, кстати, да, они как-то лепятся. У меня фоль. Ну, посмотрим. Ну, нет, не липкая. Ну она лепиться не будет тогда, да? Нет, она не липкая, она нормальная. Okay. Вот именно, что я муку не использую больше, я как бы только немножко подсолнечного масла. Попытка, не пытка, или как это называется? Да, если надо попробовать что-то. Что-то новенькое. Это ты второй этаж уже делаешь, да? Сколько там у тебя? Да, у меня, кстати, мантница маленькая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. Достаточно. Мантница маленькая, нормальная. Я думаю, что я их поставлю на 35 минут. Угу. Я не хочу их переваривать. Ага. Давай на 40. Чтобы зихер шел уже. Давай мы поставим на 35. Okay. Это запищит плитка, и мы тогда еще с тобой посмотрим. Abgemacht, окей. Угу. Фарш-то очень душистый, вкусненький такой. Ну, понятно. Лук вообще с мясом, это что-то. Угу. Это шашлык. Просто не замаринованный. Это ж как-то анекдот, да, что это мы из Казахстана. Такой анекдот ходит, такой, типа, а что такое беляш? Это фарш в тесте. А что такое чебурека? Это фарш в тесте. А что такое манты? Это фарш в тесте. А что такое пельмени? Это фарш в тесте. Фарш в тесте, да. Да, у нас все. Я лично люблю. Teig mit Fleisch gefüllt, да. Teig mit Fleisch gefüllt. Teig mit Fleisch gefüllt. Да, я люблю тесто. У немцев даже ходит, да? Дима больше любит такое картошку, гречку, что-то такое. А я вот тесто, если честно, тесто любит меня. А я люблю тесто. Ну все, доделаем мы последнюю. Ставим на 35 минут. Наберитесь немножко терпения. Я сейчас постараюсь убрать свою панику. Мне, конечно, так, Оптиш. Ты что это? Оптиш, это не сильно все нравится, блин. Ну да, такие монты у тебя не видел. Давай мы их как-нибудь назовем. Я не знаю, это месяц или луна. Я не знаю. Аж немножко стыдно, как говорится, короче, как будто бы вчера вышла замуж. Ну, блин, посмотрим, что получится. Может быть, классно будет. Давайте, остаемся. Так, ну все, ребятки, наши манты на дрожжевом тесте приготовились. Это месяцы. Месяцы? Это месяцы. Я не знаю. Пробуй. У меня сегодня было столько эмоций, которые я пережила. Сначала не буду готовить по чужим рецептам. Для меня как бы Оптиш все некрасиво получилось, но еще не пробовала. Вот буду пробовать вместе с вами. Так, ты тесто сейчас пробуешь. Сдобное. Оно тонкое. Оно все равно отличается от другого. Начинка бомба. Так, ну-ка разрежь полностью его посередине. Блин, ну, кстати, да, только надо поработать над лепкой? Их визуальной красотой, да. Такое гостям не поставишь. Да, я подойду. Начинка-то обалденская. Все приготовилось, все очень сочное, все очень вкусное. Петрушкой посыпала. Да. Ну и маслом немножко сливочным. Да. О,
О! Сейчас мы еще Дружбан. добавим морковку. Морковка. А тут пока мама в панике была, даже Белочка, наша кошка, шерстяная наша дочка прибежала на подмогу маме. Так, ну что, вкусно? Ну как ты... На вкус, я тебе скажу честно, очень вкусно. Ну сравни теперь с обычными мантами, которыми мы готовим, обычные, которые на пару теста делаются. Ну, как, мы же делаем, как получается, тесто как для пельменей, обычное, для мантов обычных. Я вот не знаю, мы же вот в тесто не добавляли с вами яичко. Может быть, это и играет роль. Оно, в принципе, все равно получилось очень тонким. Оно, я не знаю, это вкусно. И оно сдобное, я вижу, да. Вот эти порочки, это вкусно, это легко. Но это оптиш очень некрасиво получилось, поэтому я так сильно расстроилась. Но на вкус, правда, очень вкусно, ребята. Так, просьба зрителей поддержать мою жену. Она расстроилась. В комментариях, пожалуйста, поддерживаем. Я ее сейчас поддержу, конечно, как смогу. Но... Тань, ты первый раз делаешь. Что ты? У меня сегодня эмоции прям вот так вот были. Все нормально. Знаешь, Тань, люди есть, которые ленивые манты делают. Ну, как бы, чтобы по-быстрому. Они же тоже вкусные. ленивые манты тоже вкусные. Они тоже же вкусные по-своему. Да. Их просто назвали ленивые. А им не повезло, кстати, что их ленивыми назвали. Это вообще абсолютно другое блюдо, я считаю. Их просто назвали так. Начинка обалденская. Тесто, правда, очень вкусное. Оно легкое, кстати. Вот Таня, оно, слюни текут. оно дрожжевое, и оно очень легкое. Но, правда, ты его кушаешь, и как бы классное. Оно похоже на вот эти бигоди. Как вот это бигоди, да? Бигоди. Или вот в Хорватии, когда мы кушали. Ой, ну, бигодию я ела, наверное, лет 25 назад, когда студенткой была. Да я, кстати, я сейчас сам Мы не помню, на переменах что там. ходили, я так любила. Я помню, там капуста, морковка, да, тоже? Капуста. Нет, там была начинка капуста с фаршем. И наверх они накладывали корейские это. Да. Это у нас такой был студенческий обед. Мы обожали вообще. Ну, Но это было очень давно. Каждому А в Хорватии... Что-то я не помнила. На пляже, помнишь, тоже мы покупали. Он нам тоже доставал это вот как прям как в Союзе, прям и чуть ли не из ведра, знаешь, вот это открывал крышку и давал нам порцию. И оно то же самое примерно было. Тоже капуста внутри была. Или просто дацу, как байлаге. Да. Но в Хорватии мы много раз были. Ну, давно. Да, ну я это... Давно, мне кажется, лет, 12-13 назад. Да, не помню. Так, короче, вердикт. Блюдо. Рекомендую. Вкусно. Начинка обалденно, сочно, вкусно. Тесто, несмотря на то, что оно дрожжевое, оно очень легкое, тоненькое. Очень приятное. Ну, да, только мне стыд, что... За визуаль, да? За визуаль, да. Мне очень прям... Мне очень неприятно. Ну и тем не менее, ребята, я вам всем желаю хороших выходных. Хорошего вам времени со своей семьей. Я-то с вами на камеру кушаю, Дима не хочет, сейчас мы будем все вместе кушать. Да, ты с мной не наедаешься. Милаку позовем сына нашего. Так, тюльпанчики. Да, скоро весна. Елочку-то мы разобрали. Скоро весна. Сгрустнулись вчера и сразу купили тюльпанчиков. Будем готовиться к весне. Остаемся с нами. Кто был новенький, подписываемся, пишите комментарии, мне будет очень приятно. И мне. Да, и... Свои коррективы можете, да? То есть это блюдо уже... Genau. Ну все, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.